Бенедиктинское аббатство в селении Тынец возвышается на белых известняковых скалах на правом берегу Вислы недалеко от Кракова. Напоминающее крепость одной из самых древних и живописных на польской земле, аббатство претерпело за свою долгую историю немало бед, но сейчас его ворота открыты для всех желающих. Пилигримы и туристы с разных концов света с радостью посещают его. По летописным источникам известно, что аббатство начало свою историю в 1044 году, когда польский король Казимир I перевел центр королевской религиозной власти из Гнезна в Краков и начал укреплять на здешних землях свое политическое влияние. Так, в XI веке стараниями черных монахов, как называли бенедиктинцев из-за цвета их одеяний, появились первые деревянные здания аббатства. Впоследствии монастырь стал каменным, постоянно перестраивался, расширялся и укреплялся, чтобы противостоять военным набегам. В то время на монастырь возлагались задачи, не только связанные с религиозной жизнью, но и задачи по контролю приграничной территории и торгового пути в Силезию. Крепость аббатства утратила свое стратегическое значение только в связи с расширением границ королевства. Во второй половине XVIII века монастырь был центром сопротивления сторонников самостоятельности Речи Посполитой. Но впоследствии ослабленные защитники сдались под натиском войск Австрийской империи. Произошел первый раздел Речи Посполитой, и аббатство досталось австрийцам, которые в 1816 году его упразднили. Случившийся через 15 лет пожар привел к тому, что покинутое аббатство в туристических путеводителях 30-х годов XX века описывалось как романтичные руины. Более 100 лет монастырь оставался необитаем, постепенно разрушаясь, пока его судьбой не озаботился краковский архиепископ Адам Стефан Сапега, который в 1939 году вновь пригласил бенедиктинцев из Бельгии. 11 бельгийских монахов под руководством отца Карла ван Оста вернулись на руины прежнего монастыря, но начавшаяся война не позволила заняться его восстановлением. Последний раз аббатству пришлось выполнять функцию крепости в 1945 году, когда немецкие войска использовали его как укрепление в боях с Красной армией. Лишь в 1947 году в непростых послевоенных условиях начались первые реставрационные работы, которые были завершены через 2 года. В июле 2008 года, после завершения очередной реставрации, монастырь принял свой современный вид. Также был основан Бенедиктинский институт культуры, целью которого было сохранение бенедиктинского наследия в аббатстве. В том же году монастырь был внесен в реестр памятников культуры Малопольского воеводства. Если, будучи в Кракове, у вас возникнет желание посетить бенедиктинское аббатство в Тынце, то сделать это будет несложно. Оно находится примерно в 12 километрах от центра Кракова. Когда-то этот путь занимал целый день, но сегодня туда можно добраться гораздо быстрее, на общественном транспорте или по живописному велосипедному маршруту, который проходит по берегу Вислы. На территории аббатства находится церковь святых Петра и Павла. В период расцвета в середине XVII века церковные кафедры и алтарь, созданные итальянскими скульпторами, были украшены черным мрамором. При входе стоит обратить внимание на искусную железную ручку двери в форме рыбы, символа Христа. Во дворе аббатства можно увидеть большой колодец, над которым установлен массивный деревянный павильон. Сейчас колодец закрыт крышкой, но известно, что он очень глубокий. Вода в нем находится на уровне реки Вислы, текущей у подножия монастыря. Для уставших путешественников есть кофейня. Расположиться можно как внутри, так и снаружи, на террасе прямо рядом со смотровой площадкой. В безветренную погоду с чашкой вкусного кофе вы сможете насладиться видом внутреннего двора монастыря и базилики, а также окрестностями, Вольским лесом и рекой Вислой. Хотелось бы еще немного рассказать об ордене бенедиктинцев. Это старейший католический монашеский орден, который возник в VI веке в Италии. Он был основан Бенедиктом Нурсийским, и им же сформирован устав ордена, который стали называть бенедиктинским. Устав состоит из 73 правил, главное из которых – молитва и работа. Святой Бенедикт
В самом уставе определил положительное отношение к труду, как естественному источнику средств к существованию монастыря и помощи нуждающимся. Работа для бенедиктинцев – возможность приблизиться к Богу и ближнему. В соответствии с уставом на принадлежащих аббатству землях и фермах монахи выращивают продукты, собирают лекарственные травы, варят напитки и изготавливают косметические средства. Все это можно купить в магазине, расположенном на территории монастыря, в фирменных магазинах аббатства в городах Польши или заказать через интернет. Во время археологических раскопок в 60-х годах 20 века под фундаментом древнего храма были обнаружены могилы первых аббатов Тынца. В одном из захоронений оказались уникальные литургические предметы XI века – золотой кубок и золотая тарелка. Увидеть их можно в работающем здесь же, посвященном истории аббатства музее. Стоимость посещения 7 злотых с взрослого человека. На посещение всех экспозиций у нас ушло не больше получаса. Хотя коллекция музея не отличается большим разнообразием и богатством, материал подан творчески и креативно. Тынецкое аббатство – это тихий зеленый уголок, который подарит возможность насладиться спокойствием, прикоснуться к истории и узнать что-то интересное из времен нашего прошлого. Здесь нет многочисленных толп туристов, а со смотровой площадки открывается чудесный вид на окрестности. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы и предлагайте темы новых сюжетов в комментариях. Поддержите нас лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!